Всем привет! Что я тут начала рассказывать? Сегодня будем шить обложку для военного билета с 3 отделами для пластиковых карт. Приступим. Значит, раскроила 2 детали размером 8 сантиметров на 13,5 сантиметров и одну деталь размером 13,5 сантиметров на 20 сантиметров. И вырезала сразу из общего куска кожи хлястик 4 сантиметра с закругленными краями. Закругляла вот такой вот линеечкой. Так, идейка, значит, у меня такая. Один карман будет для военного билета. Так, что внутри там не покажу никакие данные. Вот так. Вот так. Прорези под карточки будут косые. Размечаю карманы, вырезаю, размечаю швы. Как всегда, снимаю фаски. Дальше покажу, как что будет выглядеть. Если видно будет. Осталось перенести его на деталь и вырезать отверстие для пластиковых карт. Угу. В уголках каждого кармана самым маленьким моим пробойником 2,5 миллиметра сделаем отверстие, чтобы карманы потом от напряжения карточек не расползались в стороны, чтобы кожа не разрывалась. Бабах-бабах сейчас будет. Вот. И так, в общем, все сейчас, пользуясь данной ситуацией, данным роликом, могу передать соседям по офису привет. Надеюсь, они меня не очень сильно слышат. Но пока никто не приходил, не жаловался. Так, кармашки готовы. Карточки спокойно помещаются в них. Далее снимаем фаску и закругляем уголочки. Для уплотнения хлястика, чтобы кнопка не вырывала кожу, вырезала такую вот маленькую детальку. Она своими размерами полностью повторяет хлястик. И сейчас проклеим вот таким вот клеем, обычным клеем карандашом. Затем прошьем вощеной ниточкой коричневого цвета по выбору заказчика.
Кнопочка установлена. Так вот получается. Остался последний этап — обработка краев токаноли. Вот такая обложка у нас замечательная получилась. Три кармана под пластиковые карты или под пропуска, кому как удобно. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Всем пока!